С чего начать, чтобы пошагово составить эффективную программу тренировок? Так как сейчас лето и тренировки на уличных спортивных площадках в самом разгаре, я предлагаю отталкиваться от вашей цели. В данном видео это будет увеличение мышечной массы и силовых показателей. Да, здесь немаловажную роль играет питание, но сегодня именно про тренировки. Итак, сначала мы определим, какие базовые упражнения будут в приоритете, чтобы задействовать одновременно несколько групп мышц. Уровень подготовки для примера будет для атлетов условно среднего уровня. А дальше уже можно адаптировать под себя, делать более простые вариации или более сложные. В общем, поступим так. Будем делать выходы на 2 руки, отжимания в стойке на руках с опорой ногами на стену, приседать на одной ноге и подтягиваться, отжиматься. Это основные упражнения. Для кого-то что-то из этого сложно, не пугайтесь и не спешите выключать, потому что большой плюс калистеники – это то, что можно к любому упражнению подобрать более легкое и так постепенно прогрессировать. Об этом немного позже. Дополнительно у нас будут упражнения на ноги, пресс и можно добавить более изолированные, например, для рук, плеч, низа спины, по желанию. Обычно все отталкиваются от 7-дневной недели. Я же предлагаю продлить наши тренировки при необходимости до 8-10 дней. Это будет один цикл, который будет повторяться снова и снова. В тренировках для прогресса важно учитывать объем нагрузок и интенсивность. И не забывать о достаточном количестве дней отдыха, потому что мышцы растут, когда мы восстанавливаемся, а не во время нагрузок. И именно правильный подбор отдыха часто играет ключевую роль. Если мы недостаточно восстановились и снова нагрузили те же мышцы, прогресс затормозится, и мы вернемся к тому же, с чего и начинали на прошлой тренировке. И обратная ситуация, когда мы делаем очень большой отдых между подобными тренировками, много дней, тогда нагрузка тоже не будет достаточной для роста мышц. Объем нагрузок – это суммарное количество подходов, повторений за один такой 7 или 10-дневный тренировочный цикл. Интенсивность нагрузок – это может быть либо сложность вариации определенного упражнения, либо количество повторений, если нам важна многоповторка. Как распределим эти упражнения по дням? Давайте посмотрим на условную 8-дневную табличку. Первый день выполняем выходы на 2 руки, отжимания от пола, икры, пресс. Второй день – отдых. Третий день – подтягивание, приседания на одной ноге, отжимания на брусьях с тренировочной резиной, прокачка низа спины. Четвертый день – отдых. Пятый день – отжимания в стойке у стены, выходы на 2 руки с тренировочной резиной и пресс. Шестой день – отдых. Седьмой день – болгарские выпады, ягодичный мостик, прокачка икр. Восьмой день – отжимания на брусьях, подтягивание с тренировочной резиной, прокачка низа спины. И дальше мы либо делаем еще день отдыха и начинаем все с первого дня, либо сразу. Выбирайте по самочувствию. И еще 2 раза в эти дни можно добавить пробежки. Или в день отдыха, или в тренировочные дни по вашему усмотрению. Теперь давайте проанализируем такой план и почему именно так. Кстати, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. Жми кнопку в верхнем углу экрана. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки я оставлю в закрепленном комментарии под видео или жми на кнопку в углу экрана. Что мы имеем в таком 8-дневном плане тренировок? Основные упражнения и мышцы повторяются примерно по 2 раза с разной нагрузкой. А вы уже можете комбинировать под себя отстающие или доминирующие движения. Не менее важно то, что в этом общем плане есть тренировка также и на нижнюю часть тела. Если в тренажерном зале проще распределить мышцы, то в калистенике очень много упражнений затрагивают одни и те же мышцы. Поэтому здесь нужно подбирать нагрузку и очередность упражнений под себя, чтобы не переборщить с нагрузкой.
Более того, скажу, что важно, позанимавшись примерно 3-5 недель, сменить очередность упражнений или тренировочных дней. Так вы не будете адаптироваться к нагрузкам и постепенно прогрессировать. После каждой тренировки вы не должны испытывать сильную усталость, сонливость или постоянную крепатуру, то есть боли в мышцах на следующий день. Если это так, то тогда нужно пересмотреть количество отдыха или нагрузки. Крепатура, конечно, может быть на первых неделях или при смене программы, и она не является обязательным показателем эффективной тренировки, просто мышцы так привыкают. Также по поводу усталости. Да, периодически должны быть такие тренировочные дни, когда вам очень тяжело, но не на постоянной основе, потому что это накапливается, и тогда нужно просто больше отдыхать. Что касается подходов и повторов, начните с 2-3 подходов в упражнении и постепенно увеличивайте нагрузку, пока не дойдете до 5-6. Для кого-то это будет и многовато, но с одним нюансом. Затем нужно вернуться снова к 2-3 подходам, но увеличить нагрузку, выполнять больше повторений или более тяжелые вариации упражнений, или прибавить дополнительный вес на пояс, если таковой имеется. Такие подходы я бы увеличивал только в базовых упражнениях, которые стоят в начале каждого тренировочного дня. А вот такие упражнения типа пресса или гиперэкстензии, там можно делать фиксированно 2, 3, 4 подхода. Или тренировка так может сильно затянуться, если прийти к 5-6 подходам в каждом упражнении, и это уже будет как-то слишком. Если вам нужно отдыхать больше дней, то выберите более легкую вариацию упражнений или меньший объем, чтобы меньше уставать и не перегружаться. Или возьмите дополнительный день отдыха, слушайте свое тело. О повторениях и подходах в упражнении. Сколько же нужно делать подходов на максимум? Я за то, чтобы делать 1-2 подхода на тренировке на максимум в отказ, не более. В других подходах оставляйте запас сил, но приближайтесь к тому, чтобы вы ощущали сложность выполнения. Это я сейчас о базовых упражнениях. А какие-то изолированные, там можно делать на максимум все. Например, пресс. И подбирайте нагрузку так, чтобы вы в некоторые дни делали облегченные упражнения, то есть не работали каждую тренировку на грани своих возможностей. Далее разберем, как подобрать количество повторений к упражнению. И, ребят, если вы хотите обсудить и решить свой вопрос по тренировкам, я предложу вам присоединиться в наш чат атлетов между более 6000 спортсменов в группе Telegram. Там же вы найдете и мои статьи с разбором полезных тем в тренировках. А еще я недавно создал отдельный украиноязычный Telegram и наполняю его полезным контентом о тренировках. Там мы развиваем отдельное сообщество, поэтому добро пожаловать. Все ссылки в закрепленном комментарии или жмите кнопку в углу экрана. Итак, повторение. Для каждого упражнения будет свое оптимальное количество повторов. Это субъективно. По выходам на 2 руки в рабочих подходах делайте где-то 6-10 раз, если нужно с резиной. Для отжиманий в стойке у стены это 10-15 повторов. Для подтягиваний это около 15-20. Приседания на одной ноге 8-12 раз и так далее. Затем нужно усложнять упражнения, например, дополнительным весом. Относительно более легких вариаций упражнений, если вам трудно, и вы не умеете выполнять те же выходы на 2 руки, тогда вы можете подобрать альтернативу. Не умеете отжиматься в стойке у стены, делайте L-образные отжимания. Не умеете выход на 2, отжимайтесь от турника. Не получается подтянуться, выполняйте австралийские подтягивания или с резинкой. Я думаю, вы поняли. Как выглядит ваша текущая программа тренировок? Делитесь в комментариях. Будет полезно ознакомиться.